Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим сырки в шоколаде в виде таких вот эскимошек. На вкус они получаются просто бесподобные, и они вполне могут заменить мороженое на палочке, эскимо на палочке. Так что советую вам попробовать и приготовить эти сырочки. Но для начала не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список вы найдете в описании под этим видео. Растопленное масло комнатной температуры добавляем к сливочному сыру, туда же отправляем сахарную пудру и добавляем ванильный экстракт, либо ваниль, ванильный сахар, что у вас есть, и пробиваем все блендером до однородной массы. Если у вас нет сливочного сыра, у меня здесь Филадельфия, но в принципе можно взять любой жирный творог, обязательно протереть его через сито, пробить блендером и добиться вот такой вот однородной гладкой массы. Важно, чтобы в сырочках не было крупинок, тогда такой сырок будет гораздо вкуснее. Теперь нам понадобится кондитерский мешок одноразовый. Мы перекладываем туда наш сливочный крем, нашу начинку для удобства. Впоследствии мы будем крем выкладывать в наши формочки. Я буду готовить глазированные сырки в форме эскимошек, но если у вас таких формочек нет, не нужно их специально покупать. Можете взять силиконовую любую форму, либо для кексов, для маффинов, либо какие-нибудь круглые формочки, и точно так же легко приготовить сырки. То есть покупать такие формы специально не обязательно. У меня мини-эскимошки, всего 12 штучек, и это количество ингредиентов рассчитано ровно на 12 мини-эскимошек. Соответственно, если у вас форма будет другая, то и количество сырков также у вас изменится. С помощью кондитерского мешка наполняем равномерно нашу сырную начинку. Старайтесь, чтобы не было пустот, но если где-то что-то вы не добавили, то впоследствии все это можно выровнять с помощью шпателя. Теперь берем палочку для эскимо и вставляем ее в серединку в специальное отверстие, которое есть в формочке. Сначала все выглядит не очень симпатично, но с помощью шпателя мы сейчас все это исправим. У нас получатся красивые ровные эскимошки. Остатками крема заполняем все неровности, пустоты, которые вы видите, и начинаем равнять шпателем. Остатки начинки убирайте о край стаканчика, либо об какую-нибудь емкость, для того, чтобы потом наполнить вот эти пустоты остатками крема, остатками начинки. И в итоге вот такая красота у нас получается. Выглядит уже очень симпатично. И все то же самое делаем с оставшимися эскимошками. Еще один момент, если вы любите шоколадные сырки, то в эту начинку можно добавить где-то 50 грамм растопленного шоколада, и тогда у вас получатся идеальные шоколадные сырочки. Отправляем наши формочки в морозилку на 2 часа и не достаем их. Теперь займемся шоколадной глазурью. Шоколад растапливаем любым удобным способом, хоть в микроволновке короткими импульсами, хоть на водяной бане. Не имеет значения. Растапливаем шоколад, добавляем растительное масло, хорошо перемешиваем. И у вас готова идеальная глазурь. Шоколад можно брать любой, черный, молочный или белый. Дети все любят молочный шоколад, поэтому я использую его. Но, конечно, сохраняя пропорции, можете взять абсолютно любой. Достаем нашу первую формочку, оставшиеся 2 формы еще лежат в морозилке. Сырочки хорошо отходят от формы. Все заморозилось, нигде ничего не отпадает, все хорошо, поэтому я могу сразу достать все эскимошки и уже потом буду заполнять их шоколадной глазурью. Сначала я это делала в мисочке, в которой растапливала шоколад, но сразу говорю, это вообще неудобно, поэтому рекомендую шоколадную массу перелить сразу в высокий стакан. Так вам будет покрывать глазурью сырочки гораздо удобнее, что я, собственно, потом и сделала. Переливаем весь шоколад и посмотрите, как легко можно покрыть эскимошки глазурью. Эскимошки удобно глазировать именно в высоком стакане. Если вы делали в форме в какой-нибудь круглой или в форме маффинов, то, конечно, удобнее в большой мисочке.
держа вилкой, покрывать кондитерские изделия. Но можете делать так, как вам удобно. Я лишь делюсь своим опытом. Глазурь очень быстро застывает, поэтому если вы хотите чем-то украсить ваши сырочки, то делайте это сразу. Присыпайте орехами, либо маршмеллоу. Мгновенно застывает, поэтому действуем быстро. Оставшуюся глазурь я хочу сделать с орешками. Добавляю туда буквально 3 чайные ложки молотых орехов. И у нас получится вот такая вот красивая глазурь с орехами. Такие сырочки с орехами обожают дети, поэтому хотя бы пару штук попробуйте. Когда вы будете покрывать глазурью последние сырочки, то глазурь уже значительно уменьшится и придется воспользоваться чайной ложкой для того, чтобы покрыть вот оставшееся основание у эскимошки. Потому как шоколада совсем мало и приходится потрудиться. Но это не сильно страшно, поэтому просто вам такой нюансик небольшой. Посмотрите, какая получилась красота. Можно уже сейчас пробовать сырочки, но я все-таки рекомендую отправить их в холодильник на несколько часов, и уже потом можно наслаждаться. Эти сырки без холодильника, видите, они прекрасно отходят от фольги, но я отправляю их в холод. Вот они у меня отдыхали 5 часов. Может выделиться немножко конденсата на шоколаде, это нормально, так как мы не темперировали шоколад, у нас глазурь, храним мы наши сырочки в холодильнике, поэтому конденсат это вполне нормально. Вы только посмотрите, как это выглядит красиво, вкусно, безумно, начинка очень нежная получилась. Обязательно попробуйте. Пишите в комментариях, как вам понравился этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и всем спасибо, берегите себя, до скорых встреч, всем пока!